Вход в приложение начинается с нашего сайта официального allpay.co.il. На нем можно всегда нажать на кнопку «Войти», это вот эта кнопка, и после чего вас переводит на экран входа. Здесь вам необходимо вписать ваш номер телефона, который вы использовали для регистрации. Затем вы нажимаете на кнопку входа и попадаете внутрь приложения AllPay. Сайт также всегда можно переключить на русский язык. Внизу сайта есть кнопка для скачивания приложения на ваше устройство, кнопка для Android, а также инструкция, как установить приложение на iPhone. Когда вы впервые заходите в приложение AllPay, вы попадаете на главный экран платежей. Сейчас он выглядит пустым, потому что не было принято еще ни одного платежа. В дальнейшем здесь будет появляться список платежей. Также внизу есть экран выплат, на котором будет отображаться информация о выплатах, которые вы будете получать. В вашем случае этот экран также будет пока что пустой, но в дальнейшем здесь будет появляться история выплат. Первое действие, которое я рекомендую вам сделать, это зайти в настройки, а также в профиль. И здесь подтвердить email адрес. У вас здесь будет кнопка для подтверждения, и тогда вы сможете в дальнейшем использовать также email адрес для входа в систему. Также вы здесь можете выбрать язык системы, сменить его в том числе на русский. На экране платежных ссылок располагаются ссылки, которые вы создаете для получения оплаты. Чтобы создать новую ссылку, нажимаем сюда на плюсик и указываем название товара или услуги. Например, я введу консультация и укажу стоимость в 1000 шекелей. Если у вас система ESSEC Murше, либо у вас компания, то у вас здесь будет переключатель 18% НДС или 0% НДС. Если вы ESSEC Patur или ESSEC Zair, этих кнопок у вас не будет, потому что ваши ссылки будут без НДС. В платежную ссылку можно добавить несколько позиций. Для этого мы нажимаем Add Item и добавляем сюда новую позицию. По сути дела, это достаточно для того, чтобы создать ссылку. Мы нажимаем Create Link, и у нас получается здесь окно для того, чтобы можно было скопировать эту ссылку, либо если клиент рядом с вами, он может отсканировать этот QR-код своим телефоном и произвести оплату. Также все ссылки сохраняются на этом экране. Мы видим здесь Consultation. Это вот та самая ссылка, которую мы только что создали. Можем также нажать сюда и скопировать ее адрес, либо открыть данную ссылку вот этой кнопкой. Также можно всегда снова открыть QR-код ссылки, либо отправить ссылку в мессенджер через кнопочку, как удобнее. Так выглядит платежная ссылка, которую мы создали. Клиент введет сюда данные карты, укажет свое имя и e-mail и нажмет «Оплатить», и оплата отразится на главном экране платежей. То есть вот здесь. Чтобы отредактировать ссылку, можно нажать на 3 точки и выбрать здесь «Изменить». И можно внести любые изменения, например, поменять стоимость данной платежной ссылки. Любую ссылку можно отправлять любому количеству клиентов, и они могут делать по ней оплаты любое количество раз. Давайте посмотрим, какие еще возможности дает платежная ссылка. Если нажать сюда на кнопочку «Дополнительно», можно изменить тип платежной ссылки с обычной на «Рассрочка» и указать максимальное количество платежей, которое сможет выбрать клиент. Если я сохраню такую ссылку теперь и посмотрю, как она будет выглядеть, то я увижу, что теперь у клиента появилась возможность выбрать разбивку до 5 платежей, которые я ему разрешил. Важно отметить, что разбивка на платежи, то есть ташлумим, работает только по израильским кредитным картам, то есть зарубежные, а также дебетовые карты работать не будут. Другая полезная особенность платежных ссылок – это дать клиенту возможность указать сумму самостоятельно. В таком случае я здесь изменяю переключатель, что клиент сам сможет указать сумму, которую он сможет выбрать, и добавляю поле выбора суммы на страницу. Я временно отключу здесь опцию рассрочки. Если мы посмотрим на такую ссылку теперь,
то она имеет такой формат. Клиент может указать сумму для оплаты и произвести оплату. Удобно для сбора пожертвований и для многих других случаев. Кроме того, вы можете добавить какие-то кнопки с предустановленными суммами. Допустим, я хочу добавить две кнопки для выбора суммы 100 и 200 шекелей. Теперь у клиента появилась возможность выбрать 100, 200, либо же указать свою сумму, которую он хочет оплатить. Другая полезная функция платежной ссылки – это выбор валюты, в котором отображается сумма данной ссылки. Если мы зайдем в настройки платежных ссылок и здесь выберем этот переключатель и валюты, которые нас интересуют, допустим, наши клиенты в основном находятся в Европе, и мы хотим им показывать сумму в евро. Теперь, если я зайду в настройки платежной ссылки, то у меня здесь есть возможность выбрать валюту отображения. Например, я выберу евро, и теперь я указываю сумму в евро. Например, консультация стоит 500 евро, и именно в таком формате клиент увидит данную сумму на странице оплаты. Ссылка выглядит теперь таким образом. Клиент понимает, что он платит 500 евро, при этом списание все равно будет сделано в шекелях и зачислено вам на банковский счет в шекелях. Конвертация происходит по текущему курсу Google Finance на момент оплаты. Еще одной полезной функцией платежных ссылок является возможность задать выбор количества для товара. Для этого мне необходимо перейти снова в настройки платежной ссылки и активировать опцию управления количеством. Теперь в настройках платежной ссылки у меня есть возможность разрешить выбор количества и указать, между каким и каким числом клиент сможет выбрать. Минимальное это 1 и максимальное это бесконечно. Также я могу ограничить общее количество, которое сможет выбрать клиент. Например, на мое мероприятие есть всего 100 билетов. Теперь я сохраню такую ссылку. И теперь на странице оплаты у клиента появилась возможность выбрать количество товара или услуги. Ссылки имеют и другие полезные функции. Вы можете ознакомиться со всеми из них либо на этом экране. Для каждой функции есть подсказка. Если нажать на данную ссылку, тогда вы попадете на наш сайт с подробной информацией, как данная функция работает. Здесь есть как подробная текстовая статья, так и видео. Также все справочные статьи доступны на русском языке. На страницу оплаты также можно добавить кнопки Bit и Apple Pay. Для этого необходимо зайти в платежные модули, например, в кнопку Bit, нажать «Активировать». Больше ничего делать не нужно. На странице оплаты у клиента появилась кнопочка Bit, которую он сможет использовать. Аналогичным образом можно сделать с кнопкой Apple Pay, нажать «Активировать Apple Pay», и данная кнопка также появится на странице оплаты для клиентов, которые пользуются устройствами Apple. Полезным модулем также является модуль подписок. Если вы его активируете, тогда у вас у ссылки появляется новая возможность. Она находится здесь, и здесь теперь появилась функция подписки. Теперь, если вы ее активируете, то данная сумма будет списываться не один раз, а каждый месяц. Давайте я переключу обратно на шекели для удобства. Теперь вы видите, что данные 500 шекелей будут списываться раз в месяц. Я могу указать, когда именно начать списание и когда их прекратить. Например, если я оформляю подписку для клиента на 1 год, я могу установить здесь «Прекратить списание после 12». Теперь данная платежная ссылка будет выглядеть следующим образом. Клиент видит, что он оплачивает 500 шекелей в месяц, и после ввода данных банковской карты у него произойдет первое списание, и дальнейшие списания будут происходить этого же числа каждого последующего месяца в течение 12 месяцев. Также вы можете сделать так, чтобы для каждого платежа автоматически создавался чек, то есть квитанция, на иврите называется кабала или хешбонит мас кабала. Для этого необходимо зайти в настройки, интеграции и выбрать один из двух модулей, например, модуль Easy Count.
Здесь есть подробная инструкция, как именно его подключить. Вам потребуется сделать регистрацию в EasyCount, после этого скопировать и вставить сюда API-ключ, то есть это ключ, который соединяет AllPay и EasyCount. И тогда для каждого платежа в системе EasyCount, это бухгалтерская система, которая подходит для отчетности, будет создаваться чек. Этот чек можно использовать для бухгалтерской отчетности, и также данный чек будет отображаться в свойствах платежа. То есть если я нажму сюда на платеж, здесь появится кнопка «Чек», его можно будет всегда открыть и скачать. Также клиенту после каждой оплаты уходит информация на e-mail о платеже, который он совершил, и в данный платеж будет вставляться кнопка на скачивание чека, если данный модуль у вас активирован. В свойствах платежа есть и другая важная информация, которую вы сможете найти. Например, вы можете нажать сюда на кнопку подробности, увидеть информацию о Туудадзуути клиента, если он его указал, увидеть информацию, какая сумма будет вам выплачена за вычетом комиссии, также с какой страны была сделана оплата и последние 4 цифры карты. Если вам потребуется сделать возврат платежа, то необходимо нажать на кнопку возврата и выбрать либо полный возврат, либо частичный, и тогда указать сумму, которая причитается к возврату. Информацию о вашем тарифе, который вы платите за AllPay, можно найти в настройках, тариф. Здесь есть вкладка «Баланс», можно видеть баланс списаний, которые у вас были. Документы по комиссии, по платежам можно скачать на вкладке «Выплат». Для этого на вкладке «Выплат» необходимо развернуть соответствующий месяц и можно скачать чек за комиссию платежной системы. Таким образом, у вас в системе AllPay есть два чека, которые вы можете использовать для того, чтобы сообщать о своих расходах официально. Один находится опять же здесь, вот он, это здесь именно комиссия по платежам, а в разделе тарифа здесь второй чек на фиксированную стоимость абонентской платы, которую вы платите AllPay.